Так, ребята, атака у меня на второй день лиги. Давайте посмотрим. 10-й номер я себе отметил. Вот такая вот расстановочка. Вторая атака у меня будет супер синяками. Плюс, ну вот, по миксу видно. Сейчас покажу, что хочу сделать. Смотрите, клановая крепость за картой, поэтому я и забираю супер гоблинами. Дальше дюком я почищаю нижнюю сторону. С угла здесь, в принципе, он должен пойти по дефу, забрать либо башню возмездия, либо монолит. В идеале, конечно, монолит. Ну и дальше уже синяков вот по правой стороне, аж до ратуши, и там дальше прожатие хранителя будет, и уже посмотрим, как оно дальше пойдет. Ну, дюка где-то резнуть потом в конце атаки, ну, добить левую часть базы, то, что там останется, если вдруг останется недобитая. Как-то так у меня по плану, поэтому пошли в атаку. Начну сразу с клановой крепости или с дюка. Да, по сути, без разницы. Давайте, наверное, сразу с дюка начнем. А потом уже до клановой крепости доберемся. Так, дракончик на почистку, чтобы дюк не ушел вправо. Ну, как обычно, знаете, куда не надо. Ну и дальше сам дюк уже. Так, первый инвиз не кинул, что-то провтыкал. Второй инвиз. Первый точнее. Реально только первый. Так, второй. Пошел на возмездие, значит, у меня дюк. Ну ладно. Так, я просчитался, когда я должен был кидать инвиз, леса убили. Короче, как-то очень кривовато у меня получается с инвизами. Да, леса у меня получилось не самым удачным образом тут. Ладно, раскидал банки как мог. Дальше забираем тогда клановую крепость. Я закинул туда гоблинов. Ну и пошли у меня синяки. Что делать? Так, королева. Хранитель. Осадку закидываю. Хилочки. Шарик. Пока вроде норм. Синяки должны уйти кверху. Монолит мы оставляем. Король. Короля, наверное, я чуть попозже подкину. Вот, давайте первую ярость закину. Два охотника. И я, наверное, вот здесь прожму хранителя. Так, ну и все, король у меня ушел кверху, чтобы синяки зашли вовнутрь, в центр базы, а там уже посмотрим, как оно пойдет. Дюк, я думаю, нормально почистит с тем куском базы, который осталось. И ярость у меня еще есть. Сейчас ее где-то, где там будет больше синяков, я думаю, где-то в центре, наверное. Давайте вот в центре там и закину. Так, пока давайте монолит подморозим с арбалетом. Мороз, потому что сильно больно монолит дамажит, потом мороз. Так, тотем. Я думаю, наверное, можно резнуть уже дюка. Если что, ему где-то тотем подкину и мороз. Если надо будет, я думаю, что, ну, скорее всего, надо будет. Давайте тотемчик. Королевы есть умение. Королеву можно в забор прожать, там гигант будет, хотя бы быстрее забор пробьют. И что у меня остается? Мороз. Как бы, ну, супер. Вторая атака зашла, в отличие от первой, да, намного лучше. Хотя в первой могло быть лучше, если бы я воскресил, конечно же, дюка, а не королеву. Так, но вообще отлично. Пока второй раунд, идем хорошо. Так, ребят, второй раунд тоже закончился сразу после моей атаки окончания. Не успел я ничего позаписывать в онлайне, никаких атак. Поэтому покажу пару повторов и, в принципе, по результатам. И уже перейдем к следующему раунду, он уже идет. Что у нас по табличке? Ну, пока что мы на третьем месте. Это третий титан, повышается 4 места, понижается 1. Пока, в принципе, идет все хорошо. Вот, второй раунд 44-38 мы выиграли, в отличие... первый тоже выиграли, но с плохим счетом, так сказать. Покажу, ребят, пару атак. Все показывать не буду. Выберу самое интересное, будем снизу наверх. Вот, из того, что более-менее интересно, я покажу. Так, по атаке здесь проходка чемпиона плюс драконы. Не часто чемпиона вообще увидишь проходку чемпиона, потому что, ну, появился дюк, и почти все играют дюком. И он как бы хорошо забирает, он лучше живет, но чемпиона проще кидать невидимости, по мне, поэтому
Ну, микс, говорю, сама проходка имеет место быть. Почему нет? Игра работает достаточно хорошо. С правой стороны закрыли эти два здания, и чемп ушел в левую сторону. Еще мне нравится, что чемпион не агрится на все подряд, как дюк, потому что вот стоял страж близко к чемпиону, но чемпион пофиг, он пошел деф бить, и дюк бы уже в центре был на самом-то деле, если бы оказался здесь. Вот. Хотя он бьется подряд, дюк, и он не только по деф ходит, поэтому до центра мог бы не дойти. Как бы проходка получилась отлично, посмотрите. Весь низ выгребли, и дальше он пошел еще левую сторону почищать, там еще нормально так почистит. А правая сторона это уже пошла почистка драконом, плюс драконы снизу, и в атаке будут еще королева по левой стороне со стрелой. Что королева забрала? Дуйку, да, и ПВОху. И дюк с верхней стороны. У дюка там, кажется, клыки, да, клыки и сердце, но без инвизов. Вот. Ярость, кажется, да, возле центра ярость и прожатие хранителя. Сейчас центр базы разберется, с левой стороны разрастание. И пока все хорошо. Ну, хорошее начало, видите, как и решает исход атаки. Потому что начало прям отлично зашло, и дальше уже от базы, ну, удобный коридор, и от базы немного остается в конце, тому добивается. Вот такая вот трешка получилась. Плюс еще банки в запасе остались, видите, как дюк полный, есть, уже нет воскрешения. Воскрешение на чемпиона запульнули, у дюка осталось только прожатие. Ну, там отлично, он еще смертью своей 3000 урона наносит от сердца. Как-то так. Как-то так зашла атака. Дальше, что было из интересного. 8 номер здесь из того, что... Ну, я в ютубе видел, но не часто видно такие атаки. Это огнедув с дюком с медузой. Вот так. Посмотрите, что. Здесь закидывается дюк с медузой, с огнедувом, забирает почти всю левую часть базы. Остается два неполных швырятеля, но их сейчас доберут этими молниями. Вот так. Швырятель забрали и второй швырятель. И в центре базы там забрали еще банку невидимости. В итоге пока что только два героя высаженные банки. Выкинуты банки, да, и два героя. И посмотрите, какого куска базы нету. Левой части и самого центра практически. Там две адские остались и страж, как бы немного. Ну и дальше уже драконы вот с нижней стороны. Драконы через монолит с прожатием хранителя будут кратуши залетать, плюс с этим, с принцем. Вот, давайте немного ускорим. Баночки еще есть. Там есть еще морозы. Что еще? Ярость, морозы, тотемы и дракончик один. Воскрешений тут нет. Дюка не воскрешают. Как бы и не сильно надо, наверное, учитывая, сколько он уже забрал. Вот, дальше армия без него справится. Так, такая вот атака. И что у нас дальше будет? Наверное, синяки, скорее всего, что... Разнообразия, так сказать, немного, потому что, ну, как всегда, знаете, как все играют тем, что работает. Сколько бы там ютуберов не снимало супер-мега классных, крутых разных миксов, открываешь лигу, открываешь КВшку, все играют одним и тем же, потому что вот то, что работает, то работает, а все остальное это чисто миксы ради контента, поэтому вестись на это не нужно. Вот. Так, такая вот атака была. Что у нас там дальше еще было? Давайте еще на первый номер покажу атаку. Здесь опять драконы. Сильно много драконов, кстати, на самом-то деле. В лиге я что не открываю атаку, везде драконы. Ну, ладно, открыл уже, потом покажу, что здесь. Здесь, кстати, очень хорошо зайдет атака, прям красиво. Сейчас будет видно после почистки дюка, прям очень красиво будет по атаке. Давайте немного ускорим почистку. Верхняя часть базы забирается дюком с этими, ну, понятно, с инвизами. Там она вроде как дюк нормально вроде забирает, швырятель еще один подберет. А дальше на центр базы закинутся корни, и в итоге будет просто шикарнейший такой коридор для драконов. Вот сейчас такой дюк сейчас пока почистит. Дракон очень, кстати, быстро забирает базу. Там еще чемпион, кстати, с этими. Чемпион с копьем. В верхней части базы уже нет. Справа драконы. И посмотрите, какой вот коридорчик через нижнюю часть базы, разрастание в центре, да, и вот нижняя часть базы, просто шикарный коридор. И пофиг, что против фена, тут фен как бы не сильно и мешает, учитывая, что почти ничего не дамажит.
этих драконов. Как-то так оно получилось. Единственное, что можно было дождаться, пока в центре активируется ярость, и потом закинуть разрастание, это вообще было бы идеально. Но оно и так прям все очень красиво получилось, все очень красиво зашло. Вот, ярость еще не использована. Прожатие хранителя. Ярость в центре, да, ближе к центру ярость. Ну и там добиваются остатки. Воскресили Дюка, прожали принца, но в этом уже не было даже, наверное, необходимости тратить остатки банок, потому что базу прям хорошо закрыли. И еще одна атака. Здесь опять драконы. Короче, видимо, ролики будет прям очень много драконов. Блин, что поделаешь, они реально работают. В этой атаке, что хотел показать, это Дюка. Это что бывает, точнее, как бывает, Дюк делает свою эту проходку, и насколько он непредсказуем. Посмотрите, вот кидается он с левой стороны, в итоге немного пару зданий, да, там с левой стороны забирает, идет вниз, летит вниз, и тут я атаку в онлайне смотрел, но не записал я именно онлайн, поэтому повторчик. Короче, Дюк тут все забирает, в итоге облетает монолит. Это просто смешно было, когда ты смотрел атаку в прямом эфире. Посмотрите на этого Дюка. Тупо все облетел, кинут был с левой стороны, тупо все облетел весь низ и оставил единственный монолит. Да, монолит заберут, тут там есть супершарил атакующего, но тем не менее, самопроходка, да, ни одной ярости не активировал, никаких, так сказать, серьезных зданий с дефа он не забрал. Коридор, да, кое-какой сделал, но прям важный деф, который хотелось бы забрать, наверное, он так и не забрал. И вот это, собственно, непредсказуемость этого Дюка, да, что там скинуть чемпион еще с этим, с копьем, да, подбирает пару зданий, и дальше драконы. Драконы с верхней стороны уж кидаются, потому что Дюк, скорее всего, должен был почистить левую сторону, сильнее левую, и драконов, наверное, через ратушу. Я думаю, что вот так хотели. Но как-то пошло немного не по плану. Хотя кто знает, какой там план был, никто не озвучивал. Вот, разрастание на правую часть базы. И пока, в принципе, все хорошо. Там ратушу вообще кто-то забирает. Драконы в центре. Драконам в правую сторону некуда лететь, поэтому они через ратушу все полетели. Там ратуши сейчас и добьют. И в итоге база забирается, конечно, вот, но в атаках бывает, конечно, всякое. Бывают очень непредсказуемые фейлы, где ты вроде делаешь все, должно быть по одному пойти, а идет все совсем по-другому. Вот, как-то так у нас получилось по атакам. Наверное, все, по повторчикам больше не буду ничего записывать. Третий раунд у нас уже вот идет. Третий раунд в следующем ролике будет. Я еще атаку свою не делал даже. Начну, ребят, следующий ролик уже со своей атаки в третьем раунде. На этом заканчиваем. Спасибо за просмотр. Всем пока.